И снова всем добрый день. Я продолжаю шить свое платье в клетку с подрезами и со складками. Возможно, вы шьете вместе со мной. Я сегодня могу показать это платье на манекене. К сожалению, пока на себе показать не могу. Ну, во-первых, потому что платье не совсем готово, а во-вторых, потому что немножечко на праздники я все-таки набрала. Мне нужно пару дней, чтобы восстановиться. Итак, давайте рассмотрим все-таки платье, что у нас уже готово на сегодняшний день. Я хочу обратить ваше внимание на подрезики и на складки. Что хочу сказать. Я думаю, что можно было бы продлить подрезик выше, вот выше вершины выточки, да, и здесь заложить еще пару складок, было бы еще интереснее. То же самое и по выточке нагрудной, да, то есть вот этот, который разрезик выше, то есть на лифе, тоже можно было немножко продлить и еще одну хотя бы складочку можно было заложить и здесь, то есть было бы еще интереснее, потому что складки, получается, у меня ушли как-то по бокам, и думаю, что незаметно, когда вот так вот смотришь вперед, да, то есть смотришь просто вот на человека в лицо. А бок очень даже симпатично смотрится, мне очень нравится. В принципе, идея неплохая. Ну, вот я вам говорю, да, что можно было продлить и сюда разрез, и сюда разрез, и одну-две складочки еще можно было заложить и по юбочке, и по лифу. Было бы очень здорово. Давайте посмотрим на спинку. На спинке у нас выточки талиевые. Посмотрите, как хорошо все. Ну, я не знаю, как вам будет видно на камере. На камере обычно почему-то все более ярко, все более четко проявляется, ну, на мой взгляд, потому что когда начинаешь редактировать видео и замечаешь все вот эти вот какие-то мелкие недостатки. Ну, а так вот я смотрю на платье, мне кажется, идеально я нашла те самые линии, где можно соединить выточки. Причем я нашла и с одной стороны, и с другой стороны, и они прям как в зеркальном отражении, то есть никаких изъянов. Вот так я и хотела, именно этого я и добивалась, ну, этого эффекта. Что там по низу, я думаю, понятно, это все будет подшиваться. Ну и хочу еще сказать, что я углубила на 1 сантиметр полностью спинку, горловину, бок, то есть вот здесь по плечу, и на 2 сантиметра углубила по переду. То есть я сделала немножечко, и вот ее такой свободной. Обратите внимание, рукава я выкраивала в зеркальном отражении. То есть передняя половинка, задняя половинка, верх и низ, все соответствует. Каждая клеточка, все совпадает. Далее, что хочу сказать по рукаву. Значит, у меня есть базовая основа, отдельное видео по рукаву 5 в 1. Так вот этот рукавчик выкроен по этой базовой выкройке, и есть там у меня зауженный рукав, вот именно по ней. По бокам я прибавила по 1 сантиметру, по верху я прибавила по 1 сантиметру и прибавка на подгибку. Сколько у вас будет подгибка, это уже другой вопрос. Теперь, что касается воротничка. Вот такой формы у меня воротничок. Беру платье, смотрю, сколько у меня горловина. Ну, то есть, прежде чем выкраивать воротничок, конечно же, мы должны измерить горловину. Я сложила вот так пополам горловину. Это спинка, это полочка, это плечевой срез. Ну, то есть, плечевой срез совпадает. Вот так выложили и измерили. Измеряю на ребро. Так удобнее и точнее получится. Так. У меня получается 22 сантиметра. То есть 44 сантиметра, если брать общую горловину, да. И запомнили, 44 сантиметра. Здесь у меня 50 сантиметров в длину вот эта полосочка. То есть я выкраивала 50 сантиметров в длину и в ширину 15 сантиметров. То есть вот так пополам у меня получится вот такой воротничок. 7,5, да, получается примерно. Да, 7,5. Значит, вспоминаем, 44 сантиметра у меня горловина. 44 сантиметра, вот она. Я прибавила еще 6 сантиметров, получаю 50. То есть мы берем горловину, прибавляем 6-8 сантиметров, может быть 10 кому-то захочется, и отрезаем полосочку ткани. Что касается высоты, вы тоже тут сами регулируете. Но, смотрите, у меня получается
вот так будет пришиваться по этому краю, то есть по срезам, а он у меня неровный. Значит, получается, плюс у меня в итоге будет не 6 сантиметров, а я сейчас измерю и скажу точно. Так, 55 сантиметров у меня получается, 44 сантиметра у меня горловина. То есть в моем случае у меня 11 сантиметров, но 10-12 сантиметров это будет вполне замечательно. Вот эта вот разница будет вот так вот внахлёст. Вот так. Вот здесь будет все это соединяться. Я сейчас покажу, как я буду соединять именно воротничок. Что касается рукавчика, тут это все просто, да? Мы с вами делаете отметку, где передняя половинка, где задняя половинка. Соединяем вот так вот по боку рукавчик сразу и вшиваем в пройму. Тут как бы я не буду ничего показывать. Вот думаю, что интереснее будет воротничок. Мне нужно найти. Во-первых, вы должны определиться. Может быть, вы захотите, чтобы у вас вот это вот... вот это место, вот этот нахлёст был вот так сбоку, либо вот сюда сбоку, да, может быть, вы так захотите. Если вы хотите по центру, то вы находите центр, вот так, центр этой нашей полосочки. И центр я нахожу вот здесь, там, где срезы, сразу в 2 сложения. Вот он у меня будет центр, центр по спинке, вот он у меня полосочка черная. Центр приколола, обратите внимание, здесь у меня тоже соединение, то есть продолжается, у меня получается воротничок будет стоечкой и рисуночек продолжается, то есть это прям вот превосходно, хотя дальше он у меня будет, то есть не будет совпадать, потому что ну вот только по спинке, да, вот здесь я еще совмещу вот так рисунок, вот эту клеточку, полосочку, а дальше по переду он у меня уже будет... Не знаю, что там получится. В общем, сейчас посмотрим. Я еще не смотрела. Значит, смотрю, соединяю вот эту черную полосочку. Ну, тут уже как получится, да, у меня черная, у вас, может быть, какие-то другие полосочки. Может быть, даже ткань другая, может быть, и не полосочки, и не клеточки. То есть тут уже сами смотрите. Если у вас нет такого рисунка, то вам еще проще. Если ткань однотонная, то еще проще. В общем, смотрите, я сейчас полностью скалываю спинку, только спинку. И теперь определяю, как я хочу, чтобы у меня... вот это вот наложение было, да, вот оно у меня будет вот в таком виде. Я хочу, чтобы вот эта сторона была сверху. Поэтому я прикалываю сначала эту сторону, которая будет сверху, вот эту, то есть правую, а потом прикалываю левую. Стараюсь не натягивать, особенно горловину, потому что, то есть воротничок у нас двойной, он сильно и не растянется, и не сильно-то он здесь и по косой. А вот что касается горловины, особенно вот эти вот крутые повороты, да, они, конечно, очень такие растяжимые, поэтому старайтесь тут, ну, быть более такой внимательной. То есть не растягиваем, стараемся. Никакие дополнительные средства уплотнения я здесь не применяю, то есть мне не нужно, чтобы у меня дополнительная толщина. Ну, вообще, в принципе, при таком крое оно и не нужно. Вот, приколола одну сторону, точно так же прикалываю вторую сторону, и уже вот здесь у меня будет много-много слоев, здесь нужно будет аккуратненько все это пришить. Обязательно, прежде чем пришивать, обязательно нужно будет сметать, потому что будет сложно все это пришивать сразу. Так, вот теперь здесь вот пошло, вот он один уголочек, пошло наложение. И, конечно же, я вот эту булавочку беру и прикалываю сверху. Снизу беру и прикалываю сверху. Получается здесь 5 слоев получится у меня. Вот так разворачиваю и показываю, что получается. Вот такая красота у меня получится. Видите, вот здесь вот такой вот нахлест. А если немножечко с натяжечкой сделать воротничок, будет чуть побольше нахлест, и
будет вот здесь больше прилегания. В принципе, можете так сделать. Можно, смотрите, вы сейчас вот так прикалываете, приметываете и примеряете. То есть сметочку, конечно, делайте такую слабенькую, чтобы она была, ну, чтобы вы вошли. И если вам не нравится, допустим, может быть, у вас вот здесь будет отходить, да, вот эта вот часть. Если вам такая не нравится, вы можете сделать более с натяжкой. То есть, смотрите, вот от центра чуть-чуть натягиваем воротничок, совсем-совсем слегка. Горловинку. Видите, получается чуть-чуть вот так вот, ну, свободка по горловине. Она не будет собираться в складки, в сборке. Она не будет топорщиться. Будет все идеально хорошо, потому что ткань эластичная. То есть здесь все замечательно. Так, и в другую сторону также. Чуть-чуть с натяжкой. То есть я еще не решила, я сейчас еще посмотрю, какой у меня вариант больше понравится. Сейчас покажу вам и буду смотреть сама, что я хочу видеть в итоге, в результате. Так, сначала вот эту сторону. Ну, тут тем более нужно будет, конечно же, все это приметывать, если вот так, немножечко с натяжкой. Видите, вот чуть-чуть свободка по горловине. В любом случае нужно приметать, примерить и потом решить, какой вариант больше нравится. Мне вот, я пока скалывала, мне кажется, больше понравился уже вот этот второй вариант. Сейчас я раскрою и посмотрю, что получится в итоге. Мне кажется, вот этот вариант будет более симпатичнее смотреться, когда мы пришьем, отутюжим, и он у нас будет лежать прям идеально. Я думаю, что все-таки вот так я сделаю. Ну и заканчиваю сейчас с рукавчиками, делаю подгибку низа, и в принципе можно уже примерять наше платье. Я уже завершаю работу с этим платьем. В следующем видео я покажу платье на себе. Так, не закрыть бы микрофон. На сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем успехов, удачи. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем до новых встреч!